Сегодня мы поговорим о важных политиках банков, которые представляют набор требований к клиентам и проектам. На практике каждый клиент, который берет кредит у банка, не только подписывает соглашение о кредитовании, но и обязуется соблюдать все требования политики банка. В случае нарушения политики ответственность несут как клиент, так и сам банк. Сейчас я расскажу вам об основных требованиях к проектам Европейских банков развития. Основные требования в этой части отражены в политиках прозрачности. С ними можно ознакомиться на сайтах банков на русском и английском языках. Согласно этим политикам, банк обязан опубликовать на своем сайте информацию о том, кто получил кредит, в каком размере, что и в каком регионе будет строиться, а также контактную информацию банка и клиента. Кроме того, в случае проекта с серьезным ожидаемым воздействием, это проекты категории А, банк обязан раскрыть информацию об экологических и социальных рисках проекта. Каждый человек имеет право направить информационный запрос в банк, используя онлайн-форму или по электронной почте. Еще один важный момент – банки обязаны раскрывать информацию о проектах до принятия решения о их финансировании. В этот период представители общественности могут направить свои комментарии и предложения к проекту. Основные требования Европейского банка реконструкции и развития сформулированы в экологической и социальной политике, а Европейского инвестиционного банка в экологических и социальных стандартах. Эти тексты также доступны на сайтах банков на английском и русском языках. В целом они пересекаются и представляют ряд блоков, каждый из которых описывает, что клиент должен и не должен делать, чтобы обеспечить безопасность людей и природы. К этим блокам относятся такие вопросы, как оценка экологических и социальных воздействий, трудовые отношения и условия труда, ресурсоэффективность и контроль загрязнения окружающей среды, охрана здоровья, изъятие земель, сохранение биологического разнообразия, защита прав коренных народов, сохранение культурного наследия, обнародование информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами. Международные банки развития предоставляют возможность заявить о нарушении клиентами банка или самим банком данных требований. Каждый международный банк имеет в своей структуре независимый орган подотчетности, который рассматривает обращения физических лиц или организаций, считающих, что тот или иной проект, финансируемый банком, нанес или может нанести вред. Другими словами, задача данного органа в том, чтобы рассматривать жалобы на проекты, на сам банк или на клиента банка. Эти жалобы могут касаться различных аспектов, связанных прежде всего с несоблюдением политик банков или местного законодательства. Сюда входят случаи ухудшения состояния окружающей среды, угрозы здоровью и безопасности населения, незаконного изъятия земли, принудительный труд и многие другие случаи, объявленные политиками банков как недопустимые. Любой человек может подать жалобу, если считает, что его права были нарушены. Обращения могут быть анонимными, любая предоставленная информация останется конфиденциальной. Для подачи жалобы в независимые механизмы европейских банков развития необходимо заполнить форму на сайте банка или же направить информацию по электронной почте. После получения жалобы независимые механизмы проводят проверку соблюдения политики банка или предлагают посредников для разрешения конфликта между сторонами. В обоих случаях по результатам проверки будут подготовлены рекомендации для руководства банка, в которых будет сказано, что необходимо сделать, чтобы привести проект в соответствие с политиками банка. Например, изменить месторасположение или используемую технологию, заново провести общественные консультации. Механизмы могут даже рекомендовать выйти из проекта в связи с высокими рисками. Хотя рекомендации носят не обязательный к исполнению характер, руководство банков относится к ним внимательно. Взаимодействие с гражданским обществом происходит следующими способами. Во-первых, в рамках ежегодных встреч представителей гражданского общества с советом директоров для обмена мнениями, а также регулярного взаимодействия международных общественных организаций, таких, например, как Bankwatch, с представителями банка. Кроме того, во время общественных консультаций по политикам и стратегиям банков, а также при возникновении кризисных ситуаций. Кроме того, в процессе общественных консультаций по проектам, финансируемых банками, для оценки социального и экологического воздействия. Их проведение является обязательным для проектов с высокими рисками, даже если это не предусмотрено национальным законодательством. Несмотря на то, что данные политики и стратегии могут показаться очень амбициозными, на практике проекты, финансируемые банком, к сожалению, не всегда соответствуют им.